Здравствуйте, уважаемые слушатели. Всегда возникает вопрос, как торговать. С моей точки зрения, если вы торгуете и вы хотите получать с этого постоянный доход, торговать нужно интрадей, либо, может быть, с переносом позиции на 1-2 дня. Но если вы хотите спокойно спать, лучше все делать в течение одного дня. Я оперирую несколькими инструментами. Это уровни, японские свечи и графические фигуры. Сегодня я хотел бы остановиться на наиболее важном инструменте, как мне видится, это японские свечи. Выпущено достаточно много книг, интересных работ по японским свечам, по детальному исследованию, как и что работает. Это и Моррисон, это и Гусев Владимир Павлович, у которого есть свой канал и свой сайт, где он подробно и досконально рассказывает про японские свечи, особенности применения и так далее. Я хотел бы обратить ваше внимание на несколько систематизированных моделей. То есть я не буду рассматривать их десятки, сотни, сколько их существует в классическом японском техническом анализе по японским свечам. Я вам покажу те, которые с моей точки зрения и в моем случае наиболее эффективны и как ими пользоваться. Давайте небольшую преамбулу, вот такую шпаргалочку я набрал, чтобы была возможность посмотреть, запомнить и, если что, оперативно сразу свериться. Японские свечи, как это очевидно не звучит, делятся на два основных момента модели. Это разворотные модели и продолжение тенденций. Я вот сразу вам говорю, продолжение тенденций я не использую. И если я когда-то справочно смотрю, то я это делаю либо произвольно, либо я на этом просто не акцентирую внимание. Поэтому говорить и рассказывать я здесь ничего не буду. Я вам хотел рассказать и показать наиболее эффективные, с моей точки зрения, разворотные модели. Соответственно, есть медвежьи разворотные модели, это когда вот вверху тренда происходит обвал, и бычьи разворотные модели, когда идет падение и возникает бычья разворотная модель, и все идет вверх. Вот в моем понимании, может быть, ни профессионала, ни графомана японских свечей, а вот как это нужно для работы, в моем понимании, я их для себя выделил разворотные свечи в 4 основных типа. Это поглощение. Поглощение — это здесь большая свеча, которая закрывает предыдущие свечи. Медвежье поглощение бывает и бычье поглощение. Соответственно, медвежье поглощение — это черная свеча, бычье поглощение — это белая свеча. Здесь все просто. Так оно и должно быть, чтобы оно надежно срабатывало каждый раз. Далее, хвостатые свечи. Цвет свечи не играет роль. Белая, черная, не принципиально. Это так называемые молоты-зонтики. Молоты-зонтики, они возникают внизу медвежьего тренда. Вот возникает такая моделька разворотная. Это называется молот или зонтик. Все по-разному называют. Также, если внизу нисходящего тренда возникает такая модель, надгробие ее еще называют, это тоже бычья разворотная модель, так же как и молот-зонтик. То есть после этого тренд снизу разворачивается вверх чаще всего. Далее, вот эти же свечи, когда они возникают вверху, то есть медвежья разворотная модель. Когда хвостатая такая снизу, свечка вверху, это называется повешенный. И когда вот эта свечка с хвостиком вверху, она оказывается в верхней траектории движения, то это называется падающая звезда. Соответственно, вот эти вот хвостики это говорят о том, что выбивают стоп-заявки и, соответственно, пускают кровь либо какому-то крупному игроку, либо большому количеству мелочи. И третий тип – это доджи. Доджи – это символ неопределенности, то есть рынок не знает, куда пойти. Бывает доджи, когда с одной стороны такой хоботок у него, с другой стороны почти нет. Есть когда с обоих сторон равные приблизительно. Есть волчки, то есть когда просто линии. Есть такие маленькие свечки. Их тоже иногда относят к доджам, но это кто как. В зависимости от автора, кто-то относит, кто-то не относит. Типичный пример с доджами – это вечерняя звезда доджа. Это медвежья разворотная модель. То есть идет рост, потом возникает додж, и потом черная свеча большая, и, соответственно, идет обвал. Но здесь может быть масса таких сочетаний. То есть додж, такой додж, он находится выше обеих этих свечей, на одном уровне с ними, между ними, то есть рядом с одной из этих свечей. То есть, все эти комбинации, они сводятся к тому, что возникает додж. То есть эта игра неопределенности, которая приводит к смене направления движения. Есть еще пинцетные, там где небольшие свечи или набор из небольших свечей. Но я честно вам скажу, я это не использую, и я даже не буду обращать на это внимание. С моей точки зрения и из моей
практике вот наиболее эффективны это вот эти три типа. То есть поглощение, медвежье, бычье, молоты, зонтики, повешенные надгробия и доджи и всевозможные сочетания, связанные с доджами. То есть вот эти вещи, они очень быстро определяются, то есть вам не нужно держать массу, огромное количество моделей в голове. Вы, скажем так, можете основные закономерности быстро выявить, связанные с ними. И у вас сразу, как у динозавра, получается не так много вариантов для выбора. Вы очень быстро и эффективно можете броситься, если у вас есть уже разработанные модели и концепции, определить это и вынести прибыль с рынка. Так, это что касается основных типов свечей. Далее, такие вещи, вот, на которые я хотел обратить внимание. Когда свечная модель срабатывает наиболее эффективно? Для того, чтобы свечная разворотная модель срабатывала эффективно и с большой степенью вероятности, она должна появиться в конце имеющейся тенденции. То есть идет рост, появляется медвежья свеча. В этом случае она, скорее всего, срабатывает. То же самое бычья свеча, идет падение, бычья свеча, и, соответственно, она срабатывает. То есть, если рынок находится в боковике, то здесь вот эти разворотные модели не работают. Далее, чем больше таймфрейм, тем чаще и надежнее срабатывают свечи. Свечи такая вещь, они лучше всего работают на дневках, на 4-часовиках, на часовиках, на 15 минутках. На минутках, 5 минутках они часто дают ложные сигналы. Но опять же зависит от актива. Есть активы, которые прекрасно работают и на 15, и на 5-минутных интервалах. В дальнейшем, если вам интересно, я могу об этом рассказать в следующих передачах. Далее, свечная модель должна подтверждаться ростом объема торгов. Чаще всего у поглощений и хвостатых моделей, соответственно и у доджей тоже, на предшествующей развороте свече, то есть на предыдущей свече или на самой разворотной свече происходит рост объема. То есть, если происходит рост объема перед разворотной моделью или в процессе на этой разворотной свечи, то это наиболее вероятный разворот. Далее, немаловажная вещь по поводу тейк-профитов и стопов. Тейк-профиты вот при работе по японским свечам я ставлю либо по уровням, либо по графическим фигурам. А вот стопы ставятся не более чем на 10-15 минимальных значений от окончания свечи. То есть, это вот хвостик или какое-то иное минимальное значение у модели. Так. Ну и вот хотел обратить ваше внимание, слова Брус Ли: я не боюсь того, кто изучает 10 тысяч ударов, я боюсь того, кто изучает один удар 10 тысяч раз. Берите небольшое количество инструментов, которые вы понимаете, отрабатывайте их до совершенства и рубите бабло. Не разбрасывайтесь. Не нужно для того, чтобы зарабатывать деньги, знать сотни моделей, так же как и тысячи индикаторов. Все. Спасибо за внимание.